Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Как связаны Австралия и Америка? С точки зрения географии никак. Да и с точки зрения зоологии тоже не очень. Но наша сегодняшняя гостья построила целый ядовитый мостик между этими двумя континентами, при этом умудрившись доставить удовольствие австралийским собакам. Как? Давайте разбираться. Встречайте жабу-агу или просто агу, бесхвостая земноводная из семейства жаб, родом из Южной и Центральной Америки. Жаба-ага – вторая из самых крупнейших жаб в мире. Самая большая жаба Бломберга. Длина аги достигает 24 сантиметров, а масса больше килограмма. Самцы немного мельче самок. Кожа у аги сильно ороговевшая и бородавчатая. Вообще выглядит ага весьма колоритно, а по бокам головы у нее расположены околоушные железы, вырабатывающие ядовитый токсин белого цвета. О яде этой большой лягушки поговорим позднее. Родина аги, как я сказала, Центральная и Южная Америка. Однако, благодаря голым обезьянам, жаба была завезена во многие страны для борьбы с насекомыми. Эта участь не миновала и Австралию, куда ледишкам хлебом не корми, дай кого-нибудь привезти, а потом с этим же и бороться. На перевернутом континенте численность аги настолько увеличилась, что под угрозой оказались местные животинки. Например, с распространением аги связывают падение численности пятнистых сумчатых куниц. Ролик про квол есть на канале в плейлисте «Животные Австралии». На сегодняшний день эту жабенку безуспешно пытаются выгнать с континента всеми возможными способами. Ну а при чем здесь собаки? Они единственные, кто рад нашествию ядовитых жаб. Домашние питомцы, обнаружив на прогулке тростниковую жабу, начинают ее облизывать, после чего впадают в состояние эйфории, чем-то напоминающее алкогольное опьянение у людей. Такой эффект вызывает небольшое количество яда жаб, которые находятся на поверхности тела. И собаки, желая получить порцию веселящего коктейля, не упускают случая облизать тростниковых жаб. Вообще, яд жабы аги очень токсичен. Ага ядовита на всех жизненных стадиях. Когда взрослая жаба потревожена, ее железы выделяют молочно-белый секрет, содержащий буфотоксины. Причем ага способна даже выстреливать этим ядом в хищника. Яд аги сильно действующий и воздействует преимущественно на сердце и нервную систему, вызывая обильное слюноотделение, конвульсии, рвоту, аритмию, повышение кровяного давления, иногда временный паралич и смерть от остановки сердца. Для отравления достаточно простого контакта с ядовитыми железами. Яд, проникший через слизистую оболочку глаз, носа и рта, вызывает сильную боль, воспаление и даже временную слепоту. Выделение кожных желез аги традиционно употребляется населением Южной Америки для смачивания наконечников стрел. Индейцы Чоко из Западной Колумбии доили ядовитых жаб, помещая их в бамбуковые трубки. Майя брали яд этих жаб для приготовления стимулирующего напитка перед охотой. В Японии же до сих пор секрет аги используют как средство против выпадения волос. А австралийский ворон научился переворачивать жаб и, ударив клювом, поедать, отшвыривая в сторону части с ядовитыми железами. Однако ага обычно старается избегать таких встреч. Она скрытная и ведет ночной образ жизни.
Если она все-таки сталкивается с крупным зверем, то занимает оборонительную позицию, стремится как можно больше раздуться в размерах, наполняя воздухом свои нагрудные мешки и приподнимается на вытянутых лапках. Жабы-аги поедают все, что помещается в их немаленький ротик, а это растения, насекомые, мелкие позвоночные, беспозвоночные, мыши, другие жабы, крабы, моллюски и даже змеи. Не брезгуют аги и падалью, а также отбросами. На морских побережьях поедают крабов и медуз. При отсутствии корма могут заняться каннибализмом. Иногда их жадность переступает все разумные пределы, и аги просто-напросто умирают от удушья. Еда просто не помещается в рот, и ага задыхается. Охотится ага с помощью маскировки, затаивается в траве или сливается с песком или галькой, замирает и ждет, когда в ближайшем радиусе появится нечто съедобное. Хватает добычу она так же, как и другие жабы, выкидывая длинный язык. Насекомое или некрупный зверь прилипает к ее языку и быстро оказывается во рту. Хотят любви аги в сезон дождей. Это обычно июнь-октябрь. Самцы собираются в стоячих или медленных водах и криками, похожими на громкое мурлыканье, подзывают самок. Самочка откладывает за один сезон от 4 до 35 тысяч икринок, о которых совершенно никто не заботится. Инкубация длится от 2 до 7 дней. Как икринки, так и головастики аги тоже ядовиты для большинства животных. Кстати, ага – это одно из самых популярных земноводных, которых содержат как домашних питомцев, так как наблюдать за ними очень интересно, а содержать несложно. Ага подвижна, очень любит купаться и рыть норы. Жаба ага легко приручается и даже узнает и привязывается к своему хозяину. Живут аги до 10 лет в природе и до 15 в неволе. А вы бы содержали дома ядовитую животинку? И вообще, какого бы экзотического питомца вы бы хотели завести? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!